В этом видео я расскажу, как создать юрлицо в Польше с уставным капиталом 1 злотый, как собирать легальные деньги через краудфандинг, краудинвестинг, как вносить деньги в уставной капитал и не платить налогов, как делать эмиссию собственных акций. Все это можно благодаря простой спилке акційної, простое акционерное общество. Итак, поехали. Прежде чем мы начнем, если вам нужна помощь в открытии компании, ИП, бухгалтерии и других услугах, снизу под видео вы найдете все ссылки. Простое акционерное общество. Поехали. Друзья мои, с 1 июля 2021 года в Польше появилась возможность создавать простое акционерное общество. Мы с вами обсудим, что это за форма юрлица. И я сделал очень глубокий ресерч, постараюсь вам максимально в сжатые сроки рассказать, какие это имеет преимущества, потому что многим из вас это подходит, если у вас стартап, если вы занимаетесь криптой, кстати, если вы собираетесь собирать деньги с большого количества инвесторов, возможно, заниматься строительством и собирать деньги, делать какую-то эмиссию акций. То есть, это история не для новичков, но для тех, кто понимает, о чем речь, но это очень прикладная история, я сам был в шоке, что такое в Польше бывает вообще. По сути, это соединение акционерного общества, где вы можете иметь акции и продавать их там на бирже, на открытом рынке, мы об этом дальше поговорим, и классической спилки ЗО, где вы ведете там стандартную, понятную коммерческую деятельность. Сейчас перед вашими глазами есть скриншот, как это выглядит, то есть с одной стороны спилка акційна, с одной стороны спилка ЗО, спилка особова внизу, это обычно речь идет про ИП, и вот где-то посередине идеально сбалансированно лежит просто спилка акційна, простое акционерное общество. Это новая юридическая сущность, предназначенная в основном для стартапов, где можно быстро открывать компанию, где уставной капитал может составлять символический 1 злотый. При этом акции в простой спилке акційной, дальше я буду говорить ПСА, чтобы сокращать историю, акции и вашим вкладом в ПСА может быть не только деньги, которые и так символически 1 злотый, это может быть ваша работа, это может быть ваше ноу-хау, это могут быть ваши технологии, и это могут быть даже ваши услуги. Более того, вы можете вносить все это в течение следующих 3 лет. Вам не нужно вносить это в рамках своей доли сразу. Ты сейчас вообще обалдеешь, ты просто балдеж от того, что там можно делать. Это не всем подходит, но это, я считаю, очень классное решение. Давайте прям распаковывать всю эту тему по порядку. В ПСА акционерами, не совладельцами, а акционерами могут быть физические лица, юридические лица, ИП, jednoosobowa działalność gospodarcza, но не могут быть спилки ЗО с одним собственником. Это по самому участию в такой форме собственности, в ПСА, кто может участвовать в этом. Давайте пройдемся по преимуществам простой спилки акційної. Первое. Никаких формальных и финансовых барьеров. Вот это сейчас, внимание, это я прям отдельно делал ресерч и отдельно вычитал и перевел вам дословно с польского сайта Business.go.pl. Все ссылки, кстати, на дополнительную информацию вы найдете внизу видео в нашем телеграм-канале. Пожалуйста, переходите, подписывайтесь, там будет больше инфы. Я еще туда закину отдельный PDF-файл, где на 100 страниц почти расписано более детально, как работает ПСА. Итак, цитата. Никаких формальных и финансовых барьеров на старте. Достаточно уставного капитала в размере 1 злотый, и компания может быть создана в системе S24 в течение 24 часов. Это прям цитата из Business.go.pl. Второе. Вместо уставного капитала, как я говорил, в ПСА создается акционерный капитал. И вообще, давайте сейчас вам про капитал расскажу. Это что-то, чего вы не слышали, возможно. Зачитываю. Вместо уставного капитала в ПСА создается акционерный капитал. Акции ПСА не являются частью уставного капитала и не имеют номинальной стоимости, в отличие от спилки ЗО. Акции можно получить за вклад в виде работы, предоставления услуг или ноу-хау. Причем номинальная стоимость таких акций за нематериальный вклад определяется самостоятельно собственниками. Другими словами, в этой спилке есть, по сути, что-то типа 2 капиталов. Есть уставной капитал в 1 злотый символический, который вы создаете. Он может быть 1 злотый, он может быть 1 миллион злотых, но условно, законодательно может быть 1 злотый капитал. И есть возможность делать эмиссию акций, то есть выпускать акции.
Мало кто из польских юристов даже знает про эту историю, и я с несколькими консультировался, и кто-то говорит, слушай, я прочитал, мне кажется, эта история подходит только стартапам, я туда не лез. Кто-то говорит, да я не знаю, кто-то говорит, ну это работает так-то. То есть, честно, я был удивлен, что даже там многие наши там, коллеги по цеху и поляки не знают про эту всю историю, а вы теперь будете знать. Вы можете делать эмиссию собственных акций. Грубо говоря, вы сели там вдвоем, втроем, десятером, и говорите, окей, наша компания занимается девелопментом, либо у нас, я не знаю, какой-то криптопроект, мы собираем деньги на свою идею, да, у нас краудфандинг, краудинвестинг, и мы хотим создать 1000 акций или 100 тысяч акций. Номинальная стоимость каждой из них будет 10 злотых. И вы можете, собственно, это дальше продавать. О том, как это делать, мы дальше с вами обсудим. Но, по сути, это инструмент, который позволяет раздробить вашу компанию на любое количество дроблений, да, на любые значения, и самостоятельно присвоить ценности каждой из вот этой вот доли вашей компании. Напомню, что в спілці ЗОО у вас есть 100% компании, где вы должны каждому проценту, да, уділу призначить какую-то стоимость. Например, в спілці ЗОО это 5000 злотых минимальный установной капитал, не меньше 50 злотых за один удел, если это минималка. Просто в спілці акцийной у вас может быть, грубо говоря, не 100% компании, а там 1000, ну типа там 1000 акций или 10 тысяч акций, и они могут стоить любое количество денег. Вот такая вот история. Дальше разберемся, как это работает, какие есть нюансы и риски, потому что нюансы и риски есть. И об этом никто в интернете не говорит почему-то. Все рассказывают про преимущества на сайте Business.go.pl и так далее. Там есть нюансы по содержанию, и мы как предприниматели должны это понимать. Едем дальше. Преимущества. Акции в ПСА подлежат обязательной дематериализации в упрощенном реестре акционеров компании. То есть акции не будут материальными, это тоже преимущество, в отличие от акционерного общества, где акции еще по-прежнему могут быть материальными. Акции в ПСА все нематериальные. С 2021 года эта вся история работает, и они все нематериальные. То есть акции не будут материальными, а только в онлайне. Тип акций может быть при этом разным. Это могут быть простые, привилегированные акции, без права голоса, с правом голоса и так далее. То есть вы можете создавать абсолютно свою закрытую историю, закрытое комьюнити целое, да, создавать. Я не знаю, кейс интересный. Вы строите поселок, собираете инвестиции. И вы можете, в зависимости от того, у кого какое количество акций, уділів, да, вы можете отдавать ему часть привилегированного пакета или там пакета, где он может голосовать и иметь голос, право голоса и влиять как-то условно на это строительство и на этот поселок. Ну, типа, тема обалденная, я считаю. Так, что такое дематериализация, да, чтобы мы понимали? Подразумевает исключение реальных сертификатов или реальных документов о праве собственности на ценные бумаги. То есть раньше и там сейчас, да, это реальная бумажка у нотариуса, которая заверена. Вследствие чего ценные бумаги существуют только в учетной документации. Другими словами, информация о владельцах акций находится в онлайн-реестрах. И дальше мы поговорим о блокчейне, потому что все это можно натянуть на блокчейн. И это еще становится интересным. Дальше. Отдельно хочется отметить применение технологий краудфандинг и краудинвестинг. То есть вы можете отдавать людям часть ваших акций, допустим, там 5 акций взамен на то, что ты там в нас инвестируешь, либо там краудинвестинг в примере с этим поселком, да. То есть купи там у нас какой-то небольшой кусочек акций, там, я не знаю, 350 акций, это будет стоить 3500 злотых, но ты будешь уже иметь как бы уділ, то есть быть причастным к таким проектам. И более того, я в таких проектах даже планировал участвовать. Например, здесь есть Run-Mageddon. Это такой бренд, где там несколько раз в год проводят такие типа прикольные марафоны с препятствиями. Ты там какую-то там деревяшку носишь, на скалу забираешься, по канату лезешь. И у них был такой крауд-инвестинг, где они прям делали запуск и собирали деньги с людей. Дальше. Для принятия решений и проведения совещаний в компании можно использовать электронную коммуникацию, что облегчает процесс принятия решений в документации. Например, в спілці ЗОО для того, чтобы принять решение о выплате дивидендов всем членам правления, нужно что? Правильно, нужна бумажка, подписанная бумажка всеми, кто в членах правления. ПСА позволяет проводить онлайн-совещания и
Утвердительным документом о любой выплате может быть подтверждающее письмо. Как вам такое? То есть можно прям на Business Go.pl написано путем средствами электронной связи, коммуникации, почта, там, в том числе видеозвонки. Упрощенная система ликвидации ПСА. Ну, я не знаю, как это на самом деле работает, да, но пишут о следующем. Делается быстро, до 3 месяцев, в отличие от спилки ЗО, где это может длиться там, месяцев 12 без проблем. Также возможно исключение компании из национального реестра без ликвидации путем принятия ее активов каким-то из акционеров, что тоже нет в других формах собственности, насколько я знаю. Может быть есть, но я это просто первый раз слышу. То есть если другой акционер скупает все акции или даже не скупает, а говорит, что я беру типа за это ответственность, то можете не ликвидировать. В случае чего вот этот товарищ отвечает. Несколько рабочих кейсов еще. Можно выпустить 1000 акций, где инвестор может дать нам деньги взамен на 500 акций. У вас 1000 акций, 500 вы отдаете, да, это половина. А мы можем получить свои 500 акций взамен на ту работу, которую мы будем делать, ноу-хау или там услуги, которые мы будем для этой спилки предоставлять. Давайте какой-то практический пример. Я хочу открыть СТО, мне надо инвестор. Я не знаю, сколько у меня еще будет инвесторов, поэтому я открываю ПСА, и что дальше? У меня есть 1000 акций, я 250 отдаю одному инвестору. С инвестором договариваюсь, что мой вклад в это все будет, собственно, работа, да, которую я буду делать. И это все можно прописать, прям через онлайн-систему прописать. У меня еще 250 акций, я их еще одному инвестору продаю, потом, когда там компания уже развила, есть какое-то развитие, да, и я продаю их дороже, потому что просто беру и меняю стоимость этих акций. То есть, вот такая вот интересная история. Процесс продажи акций, он достаточно простой, то есть ты там можешь продать акции просто по договору оферты, то есть просто по договору оферты и прям в онлайне их купить. Возникает вопрос, какое налогообложение у простой спилки акцийной? Оно такое же, как в спилке ЗО, если коротко, но я вам напомню, налоги в ПСА работают на таких же условиях, как в спилке ЗО. Вас ждет двойная система налогообложения, то есть Corporate Income Tax и Private Income Tax, ЦИТ, ПИТ. И что у нас по ЦИТу? Это 9% ЦИТ до 2 миллионов, это так называемый малый плательщик налога, и после 2 миллионов 19%, 2 миллионов оборотов в год. ПИТ это 19% на дивиденды. ЗУС акционеры не платят, это важный момент, то есть те, кто именно не входят в управляющие органы, там интересную систему, они объединили и Раду надзорчу, и собственников объединили в другой административный орган, но мы сейчас не будем, да, потому что это уже слишком глубокая инфа. Акционеры, они они владеют вашими акциями, но они не платят за это ЗУС. Да, то есть они как инвестировали типа в приватную биржу, скажем так. Они как будто с вашего фондового рынка купили вашу акцию. Звучит как МММ, конечно, но окей. Стоимость открытия ПСА. Значит, тут тоже уже начались нюансы. Я думаю, окей, так классно, 1 злотый и все остальное. Но не все так просто. Если устав компании был заключен у нотариуса, то это 500 злотых судовая оплата за впис и 100 злотых еще оплата за впис в моніторі судовим и господарчим. Если устав компании был сделан через систему S24, то есть в онлайне, 250 плюс 100, 350, классическая история. Уставной капитал минимальный 1 злотый, налога на внесение уставного капитала нету. Еще одно отличие вот такой вот истории, такой ПСА. То есть, если вы, допустим, хотите заниматься покупкой машин, вы хотите построить свою флотилию, флот, да, поставить там, я не знаю, в 300 машин, вам надо много денег вносить, да, и вы не хотите одалживать деньги компании, да, вы не хотите делать умовы позычки, вы не хотите, чтобы компания должна была вам, там, я не знаю, $500 000. Пожалуйста, делайте ПСА и работаете вносите деньги без 0,5% налога, в отличие от спилки ЗО. Все хорошо, если бы не было так хорошо. Недостатки просто спилка акцийная. Вот тут сейчас, конечно, будет интересно. Если вы до этого момента досмотрели, значит вы человек серьезный, нам есть о чем с вами поговорить. Внизу под видео есть мой инстаграм, напишите мне, пожалуйста, можем с вами обсудить интересные конструкции. Итак, недостатки. Каждый акционер должен прочитать и подписать умову sprzedaży акций в реестре акционариушу. И каждого нужно потом вписать в реестр
акционариши. Что это означает? Каждый, кто захочет купить у вас акции от одной штуки, любое количество от одной штуки, должен прочитать некий рамочный договор, причем пример этого договора вы можете найти в нашем телеграм-канале. Это официальная бумага, пожалуйста, можете ее скачать. Я просто вам облегчаю работу, я ее уже там скачал, вам могу ее передать. Да? Пример, человек должен подписать вот этот договор, он может его подписать электронично, и его нужно внести в такой вот реестр. Да? И этот реестр акционариушев, который ведется в онлайне, его надо вести. Я разобрался в том, как это работает, как его надо вести, сколько это стоит и так далее. Если вы вносите в капитал компании свою работу, то нужно будет платить ЗУС. Это тоже нюанс, об этом никто не говорит. То есть они прямо на сайте пишут, что, пожалуйста, вносите там ноу-хау, вносите работу, вносите услуги, но только если ты вносишь работу, то ляп тебе сверху, пожалуйста, ЗУС. Да, поэтому имейте в виду и, пожалуйста, поставьте лайк этому видео в знак благодарности. Dальше. Акции такой ПСА не можно купить с улицы, в кавычках. Да? Они не могут продаваться на фондовом рынке, но это не означает, что ПСА не может быть в будущем реструктуризировано в акционерное общество, но это не про фондовый рынок. То есть вы не можете сделать эмиссию акций и как бы выйти на фонду, там, на польскую геоду или на нью-йоркскую биржу. Да? Не знаю, плюс это или минус, просто это факт. Организация реестра акционеров, доступ и ведение такого реестра могут осуществлять специальные инвестиционные компании, брокерские конторы или в том числе нотариусы. И в том числе возможны законодательно, прям в законе, я первый раз в Польше увидел на официальном сайте Business.go.pl, ребята, слово блокчейн. Я увидел, там написано блокчейн. Там написано, что в том числе могут использоваться, применяться технологии блокчейн. ПСА не имеет обязательств публичной компании, акции ПСА не подлежат организованным торгам на бирже, да, то, что я сказал. О чем этот пункт, да, про вот этот реестр и про все остальное. И это как бы основной нюанс, где это все-таки не подходит малому бизнесу, да, то есть это не подходит там просто какому-то простому человеку с улицы. Да. Есть специальные компании, брокерские компании, конторы, которые занимаются вот такими вот онлайн-реестрами для ПСА. Тебе нужно платить 200 злотых каждый месяц за то, что ты в целом в этом реестре есть. Тебе нужно будет, скорее всего, в зависимости от компании, платить за те или иные изменения. Например, у тебя акции кто-то купил, ты законодательно обязан сделать изменения в этом реестре акционеров. И вот это вот очень может быть большая накладная часть. Но это тоже не проблема, потому что у людей уже есть всякие CRM-системы, где ты типа это можешь удобно менять все. То есть я вообще был в шоке, что такое в Польше что есть, честно. Особый режим, обязательства по сбережениям. 8% прибыли компании должны быть направлены на сбережения для выплаты вознаграждения инвесторам. То есть прям в критериях ПСА, просто спуки акционные, написано, что вы должны вести деятельность так, что если вы хотите выписывать себе дивиденды, то не менее 8% прибыли компании должны быть просто тупо оставлены на то, чтобы погасить какие-то обязательства перед акционерами, вот этими всеми внешними. То есть это некий инструмент, который типа как бы в теории должен их акционеров защищать. Дальше, вот это вот самая шляпа, честно, я разбирался в этом, это какой-то прикол, но никто об этом не хочет говорить, но это что-то интересное, чего я тоже не видел. Я слушал, кстати, на эту тему специальный отдельный вебинар от PARP, это польское агентство по развитию предпринимательства в Польше. Я слушал вебинар полуторачасовой. И в конце чувак рассказывает, там поляк, да, рассказывает про это все, и потом говорит такой, а еще вам надо сделать тест виплацальності. Значить, читаю. Тест виплацальності в przypadku выплаты капиталу з спілки. Проверка платежеспособности компании в случае вывода капитала из компании должна проводиться органом управления ПСА, то есть, теми, кто ее там создал и управляет, перед, внимание, любым распределением среди акционеров до выплаты дивидендов или установок капитала. То есть каждый раз, когда вы захотите выплатить дивиденды всем вашим акционерам,
вам нужно сделать некий тест выплатальности, что вы точно можете это сделать, и все в порядке, и компания типа не обанкротится. Внимание теперь. Совет директоров должен проверять перед каждым платежом, что он не нанесет вреда кредиторам и не повлияет неблагоприятно на способность выплачивать долги в течение следующих 6 месяцев. Нужно составить, тут интересно, нужно составить прогноз, который ответит на вопрос, может ли компания, несмотря на платеж, погасить все свои обязательства в ближайшие 6 месяцев. При нормальных предвидимых обстоятельствах нужно учитывать также и внешние и внутренние факторы, планируемые в ближайшее время доходы и расходы, текущие обязательства компании, а также обязательства по кредитам. То есть, другими словами, если вы захотите сделать такую выплату, то вам нужно сделать некий тест, то есть некий бизнес-план о том, что все будет хорошо. Абсолютно непонятно, как это работает, какой шаблон брать, кто это проверяет, сколько эта проверка длится, что будет, если я этого не сделаю, но это все написано в том файле большом. Я, честно, уже не читал весь файл, да, но вот это вот очень подозрительный пункт, который, скорее всего, решается. То есть, скорее всего, есть юристы-финансисты, которые бам-бам, быстренько считают цифры, если вы все легально делаете, есть инвойсы, можно сделать быстренькую PNL-ку, набросать, да, она уже, скорее всего, есть у вас. Можно посмотреть движение денежных средств и сделать такой тест выплатальности. Но это очень интересный нюанс, которого не было до сих пор, да, то есть до сей поры этого не было. И какой-то вот такой интересный инструмент по защите акционеров. А зачем нужна защита акционеров? Для того, чтобы люди не делали ICO, для того, чтобы люди не делали ICO, то есть люди не собирали деньги и потом не скамили людей, да? То есть не скамились, не делали профессиональный экзит, если кто знает. Как онлайн зарегистрировать простое акционерное общество? Все просто. Приходите к нам, и мы вам помогаем с этими вопросиками. Да? Ну а если вы сами это хотите делать, то тогда все не очень просто. Заходите на сайт S24, и там есть инструментарий, позволяющий открыть просто спилку акций. Нюансов много еще, да, то есть есть нюансы по тому, как определять номинальную стоимость каждой из акций, а можно ли продавать акции за миллион, да, 1000 акций за миллион, хочу 100 миллионов, да, себе сразу. То есть такие вопросы у меня, допустим, были, я утрирую, но странные, да, такие вопросы. Там есть нюансы по управляющим органам, по тому, как распределена ответственность в случае чего, да, кто по шапке получает. Поэтому, в целом, если что, можем вам помочь разобрать ваш кейс, да, и попробовать поработать в этом направлении. Но в целом компанию вот такую ПСА можно открыть через онлайн. Что для этого нужно? Нужны участники такого общества. У них должен быть PESEL плюс CPOAP и, собственно, те партнеры, которые будут входить в этот бизнес. Это чем-то похоже на спилку командитову. Если вам интересно разобрать спилку командитову, то есть командитное общество, можем это обсудить, да? Но это какое-то вообще что-то невероятное, какой-то гибрид, да, спилки ЗОО, спилки акцийной, ИП, где ты можешь сам работу делать для этого всего, и командитное общество. В общем-то, такие, друзья, кейсы. Почему я вначале сказал, что это подходит для крипты, допустим, да, потому что чисто технически вы можете попробовать через блокчейн, во-первых, какой-то ваш стартап привязать, да, к этому всему, а во-вторых, можно через блокчейн подвязать платежи, да, синхронизировать и подвязать какой-то офлайн бизнес. То есть может быть так, что условно на блокчейне Ethereum или на блокчейне Binance Smart Chain, это сейчас уже серый экран такой, и тут в скобочках, да, для тех, кто досмотрел. Можно подвязать продажу квадратных метров квартиры, либо подвязать продажу песка, который вы добываете, да, и вам нужны постоянные инвестиции на развитие. То есть можно делать интересные конструкции. Это то, ради чего блокчейн был придуман, да. Попытаться создать некую нотариальную книгу учета, к которой никто не будет иметь доступа, кроме самой системы, кроме робота. И это будет сложно или невозможно подделать. Это к вопросу крипты. И вообще крипта, если вам интересно, тоже напишите под видео. Мы запишем отдельный выпуск, как и можно ли создать в Польше свой криптообменник, можно ли торговать криптой в Польше, легально или нет, и так далее. Да, крипта сейчас в Польше тоже интересно так легализируется. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если нужна помощь по ПСА. Пишите, будем общаться и обсуждать. Пишите, пожалуйста, только что-то конкретное, чтобы мы конкретику с вами обсуждали. Пока.